Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить один из моих любимых вариантов бананового десерта. Он в меру сладкий, его любят и дети, и взрослые. Подойдет как для большой компании, когда можно сделать в большой чаше, либо же можно сделать порционно для каждого гостя. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Десерт частично мы будем готовить в духовке, поэтому для начала давайте подготовим форму для запекания. У меня форма керамическая, можно взять стеклянные. Размер моей формы 21 на 21 сантиметр. Обрабатываем обязательно все поверхности внутри формы сливочным маслом. Далее нам понадобится 3 банана. Как вы видите, у меня переспевшие бананы, и они лучше всего подходят для десерта, потому что они наиболее ароматные и самые сладкие. Нарезаем бананы небольшими кружочками, примерно по 1 сантиметру. В принципе, бананы вы можете нарезать абсолютно как вам удобно, как вам нравится. Бананы я буду запекать в духовке, но если вы любите более карамельный вкус, то тогда обжарьте их с сахаром на сковороде. Выкладываю равномерно форму. Если вы заметили, у меня там остался кусочек сливочного масла. Сверху посыпаю небольшим количеством сахара и отправляю в предварительно разогретую духовку. Запекаю 30-40 минут на 200 градусов. За это время мы приготовим кондитерский крем-патиссьер. Для этого нам понадобится 500 мл молока и 1 столовая ложка ванильного экстракта натуральной ванили. Молоко доводим до кипения и снимаем с плиты. Нам понадобится глубокая чаша. Отделите белки от желтков. Нам понадобится 4 желтка и 60 грамм сахара. Хорошо разотрите его с желтками. Затем добавляем 20 грамм кукурузного крахмала и перемешиваем до однородности. Кстати, белки от этих яиц нам также пригодятся, поэтому соберите их в чистую емкость и оставьте в холодильнике. После того, как все ингредиенты перемешаны до однородности, добавляем горячее молоко и вновь активно перемешиваем. Эту смесь сейчас мы будем нагревать. Вы можете воспользоваться тем же сотейником, в котором нагревали молоко, но обязательно помойте его и оставьте поверхность слегка влажной. Таким образом, крем никогда не будет подгорать на дне. Переливаем смесь в сотейник и ставим сотейник на плиту. Крем заваривается и начинает густеть в течение 2-3 минут. Все это время я вам настоятельно рекомендую помешивать. Таким образом, крем будет прогреваться равномерно и получится идеальная консистенция, он никогда не пригорит. Посмотрите, крем уже начал густеть, у него поменялась структура. Буквально полминутки и все, крем готов. Обязательно уберите с плиты. Бананы также уже готовы. Если вы хотите, вы можете слить лишний сок. Я оставлю, потому что мне так больше нравится. И переливаем наш крем на бананы. Распределите крем равномерно по поверхности формы. Оставляем на 30 минут немного охладиться. За это время подготовим белки для суфле. Нам потребуется общее количество 8 свежих белков, охлажденных обязательно. Если вы помните, 4 у вас уже есть. Добавьте щепотку соли и взбивайте. Сахар мы будем добавлять этапами. Общее количество сахара это 180 грамм. В 3-4 приема добавьте сахар.
Взбиваем белки до крепких пиков. Белковая масса должна быть плотная и хорошо держать свою форму. Далее аккуратно и равномерно выкладываем белки сверху на крем. Если вы хотите, можете использовать кондитерский мешок, но мне более комфортно, быстро и удобно выкладывать вот таким способом. Я всегда полностью стараюсь закрыть все края, чтобы не оставалось промежутка между формой и белковой смесью. Ложкой можно сделать небольшие пики, потому что при запекании они очень красиво выглядят. В это время ваша духовка должна уже быть разогрета на 250 градусов Цельсия. Затем выпекаем наш десерт на среднем уровне духовки 2-3 минуты при температуре 250 градусов до золотистого цвета. Затем убавляем температуру до 160 градусов и выпекаем на нижнем уровне духовки еще 25 минут. И вот, посмотрите, наш десерт готов. Невероятно красивый и будет потрясающе вкусный. Только обязательно охладите его полностью. Конечно, многие не дожидаются, и теплый он тоже хорош, но охлажденный он будет просто потрясающий. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!